Доброго времени суток, мои дорогие зрители! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я приготовлю вот такие вкуснейшие фаршированные куриные окорочка с грибами и луком. Недавно британские ученые доказали, что лайки и подписка продлевают жизнь авторам роликов. Поэтому поддержите меня, подпишитесь, поставьте лайк. Ну и давайте начнем. Для приготовления мне понадобится, собственно, сами куриные окорока. Я взяла 3 штуки. Очень важно взять такие окорока, чтобы на них не было никаких повреждений, дырок, чтобы кожа была цельная. С окорочков нужно убрать все перья, желательно все это дело обсмолить. Так как газовой плиты у меня нет, я попросила у мужа газовую горелку и чуть не спалила квартиру. Поэтому я вас прошу, выберите безопасный способ удалить все перья с курицы. После всех подготовительных манипуляций я снимаю кожу с окороков. Снимать кожу нужно очень осторожно, чтобы она не порвалась. Срезаю я только фасцию, это прозрачная пленка между кожей и мясом. Со снятием кожи я уже справилась, осталось только оставить кожу на кончике косточки вот этой нижней и обрубать у основания, вот таким образом. Далее я снимаю все мясо максимально с костей и оставляю в стороне. Вот такое количество мяса у меня получилось. Здесь грамм 400, наверное. Я не взвешивала. Получившиеся куриные чулки посолить, поперчить и поставить в холодильник, пока мы будем готовить фарш. Для приготовления фарша мне нужно, собственно, само мясо. 1 большая луковица. Примерно 100 грамм грибов. У меня их не получилось 100 грамм. Дома не было больше. Я взяла белые. Также соль и перец. 4 ягоды чернослива. Если у вас сухой чернослив, его лучше замочить предварительно в горячей воде. 2 зубчика чеснока, у меня один просто очень большой. И примерно 80 грамм тертого сыра. Через мясорубку я пропускаю все, кроме сыра и грибов. Грибы я обжарила буквально 5 минут на сковороде, чтобы они дали запах, и порезала на мелкие кусочки. Добавляю грибы в фарш, солю и перчу. Также добавляю сыр. Для большей сочности я еще добавила 3 ложки сметаны. Хорошенько перемешиваем фарш в однородную массу. Теперь я беру куриный чулок и начинаю аккуратно заполнять его фаршем. Не пытайтесь очень плотно набить куриный окорок, потому что при запекании кожа может просто лопнуть. Теперь, когда окорок заполнен примерно на 2/3, я беру просто иголку и нитку и начинаю зашивать. Сильно затягивать нитку не нужно, чтобы не травмировать кожу, но и слишком слабо тоже не подойдет, потому что оно будет некрасиво смотреться и разлезется. То есть смотрите по ситуации. Вот сколько кожа выдерживает, до того момента можете, в принципе, так вот нормально затянуть, но не перестарайтесь. Когда я наполовину уже зашила окорок, вижу, что еще можно добавить фарш. Немножко вот так притаптываю фарш и начинаю снова начинять. Я считаю, что уже достаточно и можно зашивать все до конца. Вот такое у меня получилось. По-моему, очень симпатично и аккуратно. Можно запекать. Разогреваю духовку на 200 градусов. Я застелила форму фольгой и немного смазала растительным маслом. Также я обмажу окорочка соусом для запекания. Для этого я возьму 2-3 столовых ложки сметаны, добавлю молотую сладкую паприку немножко по вкусу, свою любимую приправу к мясу, а также 2 чайных ложки горчицы. У меня сладкая баварская. Перемешиваю все в однородный соус. Хорошенько промазываю соусом окорочка со всех сторон. Отправляю окорочка готовиться в духовку примерно на 45 минут. Для надежности я установила в одном из окороков термометр, который будет показывать степень прожарки мяса внутри. Это не обязательный атрибут, но очень желательно, так как я считаю, что фарш тяжелее пропекается, чем цельное мясо. И хотелось бы убедиться, что там внутри действительно готово. Я жду, когда стрелочка покажет у меня значочек Well, это самый крайний справа, значит уже все готово. Вот такие красивые румяные куриные ножки у меня получились. Я уже очень хочу попробовать. Запах стоит невероятный. Но перед этим я кое-что еще сделаю.
Сок, который выделился во время запекания, выливать не нужно, из него можно приготовить очень вкусный соус. Для этого я вливаю 30 мл сливок примерно и столовую ложку с горкой муки. Завариваю все в микроволновке по 10 секунд, очень осторожно, чтобы это все не переварить. И вот такая консистенция у меня получилась. Добавляю еще 2 чайных ложки с горкой рубленой петрушки и все перемешиваю. Вкусный соус с куриным фаршированным окорочком готов. Ну что ж, разрезаю, чтобы попробовать. И да, перед этим желательно снять нитку, потому что вот я не сняла, она у меня теперь мешает. Получилось очень сочно, очень ароматно. Здесь главное не пересушить, поэтому термометр желателен, конечно, внутри, чтобы уже, как только стрелка покажет, что готово, значит можно его забирать, это блюдо, уже с духовки. Вот так это выглядит крупным планом. Структура начинки достаточно однородная, только чувствуются кусочки грибов. Но кто любит более крупные кусочки чувствовать на вкус, чтобы было мясо, знаете, прям с волокнами, можно фарш порубить как нарубленные биточки, просто ножом. Соус, который приготовлен на основе сока, который выделился при готовке мяса, я считаю самым идеальным, так как это и есть часть этого мяса. Сливки очень хорошо подходят к блюдам с грибами и с мясом, а здесь и мясо, и грибы, поэтому, по-моему, очень хорошо дополнил вкус этих фаршированных окороков. Этот соус подошло просто идеально. Если вам понравилось мое видео, не забудьте поставить лайк, подпишитесь, желательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Ну что ж, всем приятного аппетита, пока-пока!